Представители знака зодиака Рыбы, мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Таро расклад. Что вам по судьбе в сентябре? В сентябре 2024 года. Давайте узнаем, какие энергии, может быть, неожиданные отчасти будут преобладать. Мы говорим по судьбе. Но, может быть, и нам карты, надеюсь, дадут какую-то подсказку или подготовят к каким-то неожиданностям. И пусть это будут какие-то приятные новости. Надо сказать, планетарно период для вас как раз более благоприятный, нежели с какими-то минусами. Но быть готовым к неожиданностям всегда хорошая практика, потому что жизнь наша не бывает полностью предсказуема. У нас сегодня 3 колоды. Маленькие карты, точнее, ну и колода тоже не очень большая. Это цыганский пасьянс. И рандомные значения карт покажут нам именно действия, события какие-то. И 2 колоды. Первая колода добра, которую прорисовала великолепный художник, психолог и таролог с большим стажем Колет Барон Рид. И значение этой колоды подается с позиции позитивной психологии. Самое главное, в сложное время себя не загонять в угол самим какими-то неправильными мыслями или дурацкими сомнениями. Извините, правда. Я тоже человек, и мне это все не чуждо. И правда, мы как закопаемся где-то в том, что мы начинаем что-то сравнивать. Порой начинаешь анализировать, но соскользнуть где-то в эту глубокую философию всегда есть риск. А часто решение проблемы или вопроса находится на поверхности. Поэтому не углубляемся там, где не надо. И третья колода – это у нас оракул шамана. Новая для меня колода. И это не карты Таро. И тоже, кстати, 3 автора участвовало и Колет Барон Рид. Мы спросим у этой колоды совет от карт или энергии, как они видят, которые будут для вас, мои дорогие, в плюс. Итак, идем дальше. Я же вас приглашаю после просмотра перейти в описание под видео. Там оставлю ссылки на статьи на моем сайте. Есть там и по психологии статьи, есть и планетарные гороскопы, а также для удобной навигации оставлю ссылки на плейлисты для всех знаков зодиака по видео, потому что, судя по вашим откликам, не все ориентируются именно по каналу. Не могут зайти в плейлисты или с главной страницы найти видео. Поэтому, может быть, для кого-то это будет такая подсказка более удобна. Читайте, переходите, смотрите, анализируйте, но не слишком глубоко, опять же. Есть такой момент для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, что вот это ненужная философия или какой-то прежний шаблон может служить единственным препятствием, правда, вот даже планетарно. Планета Сатурн в рыбах, в вашем знаке. И это еще пробудет приличное количество времени. А в течение осени у нас период большой ретроградности. Я, кстати, описываю в нескольких своих статьях. Поэтому что-то нам будет возвращено словно. В чем-то мы должны расставить все по местам или акценты сделать на чем-то очень важном. И пересмотреть можем что-то по документам, по договорам, обязательствам каким-то. Идем вперед. Сентябрь. Что вам по судьбе? Я смотрю значения, и вы смотрите тоже. Если я что-то пропустила, напишите, я откликнусь, обсудим. Итак, каковы же совпадающие значения? Вот смотрите, вот эти листья, дерево называется, в этом цыганском пасьянсе, и это символ ожидания. Вот с первых карт какое-то ожидание может быть. Главное, чтобы не было завышенных ожиданий. Или вы ждете какого-то документа, согласований каких-то, возможно, и так. Или, ну, есть в вашей в жизни какой-то пункт, который именно связан с конкретной датой. Давайте пойдем дальше, пусть нам расскажут больше карты. Ну уж, конечно, каждый по-своему может чего-то ожидать. А вообще голубь выпадает значение, и это благополучие. Благополучие. Не есть ожидание благополучия. Я так думаю, когда выпадает именно значение голубя, это нам в целом характеризует весь период. Но, может быть, нам карты больше где-то даже направляют в том контексте, что
чтобы не было каких-то пустых ожиданий. Наоборот, говоря, что у тебя сейчас благополучный период действовать. Давайте узнаем дальше. В целом спокойный период. Потому что выпадает еще как раз вот во взаимосвязи, как на переходе первого ряда и второго. Как и благополучие, так и семейный очаг. И это могут быть вопросы, связанные конкретно с жилищем, когда вы что-то обустраиваете себе в плюс, делаете более комфортным. Или, безусловно, вопросы в вашей семье, связанные с вашими близкими, может быть и с родственниками. И здесь, или с вашим одним близким человеком, тоже вы что-то себе со знаком плюс делаете или создаете, креативите, может быть, пространство более удобное, или решаете те или иные вопросы по документам. Но все эти значения не говорят о каких-то турбулентностях. Любовь. И планетарно тоже, да, для вас может быть. Если мне память не изменяет, по-моему, там как раз с учетом планет, это может быть даже знакомство. Новое знакомство. Новый социум может быть. И вполне вероятно для кого-то из вас, если мы говорим, вы оказались в новом коллективе, к примеру. Может быть, это связано с тем, что вы изменили работу или собираетесь ее поменять, или с приходом нового начальства, к примеру, руководителя, или вы обучаетесь, вы находитесь тоже в новом социуме, и нужно время оглядеться, осмотреться, познакомиться, разузнать поближе людей, от кого что ожидать, может быть и так. Ну а для кого-то, кстати, находясь вот в таком новом социуме, может и произойти вот это самое новое знакомство. И такое я тоже допускаю. Но вообще все значения выпавших карт говорят о каком-то спокойно приятном периоде жизни. Ну, посмотрите, благополучие. Дом наш, да, или семья, пусть близкие. Любовь, мои дорогие. А еще и якорь, уверенность. И исполнение желаний. Рыбы и рыбки. И причем вот это значение корабль. В этой колоде это как исполняется какое-то желание. Но для кого-то это может означать переезд, если вы планируете, или подготовка к переезду, тоже в каком-то спокойном ритме. Потому что нет, по крайней мере, в этом пасьянсе нет ничего того, чтобы навело на мысли о каких-то внезапных событиях. Нет, нам не показывают. Но, к примеру, если вы занимаетесь торговлей, кстати, то один из символов Меркурия, корабль, как раз и говорит о том, что торговля пойдет в рост. Больше клиентов, больше интереса, например, к вашему продукту. Или если у вас сфера услуг, предположим, вы сами именно занимаетесь чем-то, то значит интереса к тому, какие услуги вы оказываете. Для кого-то из вас корабль – это еще пространство. И если мы говорим пространство, эфир, интернет, для кого-то рост вашей популярности, есть смысл, может быть, заявить о себе в интернет. Или сделать себя более известным, если вы эксперт в какой-то области, вы что-то создаете, креативите, то, правда, чтобы было больше откликов, или заявить о своем творчестве, чтобы о вас попросту кто-то узнал или узнали большее количество людей. Позитивный вообще расклад, причем в таком, повторюсь, спокойном контексте. Давайте на колоде карт Таро Добра. В чем ваша сила? Зададим такой вопрос. То есть это то, что вам не заставляет вас прикладывать героические усилия, а то, что как бы по умолчанию достаточно вот так спокойно у вас получается либо осуществить, либо согласовать в какой-то сфере жизни. Или в целом, вот в чем ваша сильная позиция, в чем ваша сила, мои дорогие рыбы и рыбки. Колода добра, паш огня. Сила в креативности, в каких-то решениях. Безусловно, паш – это начало. И в этой колоде нам еще говорят о том, что есть какое-то начинание у вас,
которое обязательно должно быть продолжено, потому что какие-то очень хорошие перспективы для вас могут появиться. Что-то вы не можете бросить. В этом ваша сила. Где-то есть и интерес к вашей персоне. Этого я тоже не могу отрицать. И здесь, знаете, проходит, конечно, в этой колоде такой момент, как авантюра. Ну, потому что огонь или паш жезлов назовем. Есть элементы риска. Так вот, собой не рискуйте. Это точно. Риск плохая практика. Как и до конца 2024 года, так и на весь период нахождения Плутона в Водолее. Либо тайное станет явным, либо мы пока не видим, как разовьются потом события и какая-то обратка. Может быть, по крайней мере, я не исключаю. Я не утверждаю, но озвучить я это должна. Но то, что это какое-то великолепное начало какого-то проекта многообещающего, это точно. По крайней мере, мы рассматриваем, в чем вы сильны. В каком-то импульсе, в каком-то важном решении. Событие, которое изменит вашу жизнь. Туз воздуха. Здесь вот посмотрите, такой могучий пегас, который летит, конь с крыльями. Но это, безусловно, ваша сила как и во вдохновении, так и в каком-то решении. Туз воздуха или туз мечей я называю выход из лабиринта. Значит, вы мало того, что с чем-то определяетесь, вы делаете, возможно, первые шаги. И эта карта добавляет уверенности с одной стороны, с другой стороны она вам одновременно добавляет рационализма. Вы понимаете, какой или каким проектом или чем нужно заниматься, а чем не заниматься не стоит. Вы где-то можете видеть уже в сентябре свою перспективу на долгий период времени, или определиться, может быть, по своей занятости, по своей учебе, или что вы будете продолжать. Опять же, это правда для вас, как в этой колоде карт, как раз туз воздуха означает судьбу. Это как карма. И тут вот, видимо, какие-то происходят события, причем достаточно добрые. Может быть, с учетом каких-то новостей или то, что вы сделали уже ранее. Вы теперь получаете какой-то итог, плюс делаете последующий шаг, открывая перед собой новые перспективы, и с чем-то вы определяетесь на долгий период времени. Событие, которое изменит вас самих, или вам захочется меняться, что это может быть. И снова нам про мечи или про воздух. Тем не менее, нам здесь про любовь сказали. Но рационализм для вас не последнее место занимает. В сентябре, мои дорогие рыбы и рыбки, вам придется делать словно какой-то выбор. Двойка воздуха или карта двойка мечей. Правда, выбор. Мы все будем делать где-то в течение осени выбор, потому что период большой ретроградности. И нам говорят в этой карте то, что от нашего выбора в последующем будет зависеть организация нашей жизни. И это выводы, не просто вывод, выбор, а еще и выводы, которые основаны на опыте. То есть опыт какой-то у вас уже есть. И быстрая реакция с учетом на ту обстановку, которая присутствует. Может быть, сложится такая ситуация для кого-то из вас, когда чем-то вы занимались прежде, или в чем-то у вас есть знания. В какой-то области вы эксперт, и вы вдруг будете востребованы. Именно вы. Поэтому, может быть, вот этот корабль, как я говорила, не сидеть тихо в уголке, а смело заявить о своих знаниях в той или иной области. Потому что какой-то очень важный выбор. И важная очень организация. И обратите внимание, никаких эмоций. И если двойка воздуха или двойка мечей, это два всегда меча или два направления. И еще какая-то предполагается путаница. Или, если не путаница, нерешительность. Стоит идти или нет? Куда я пойду? Направо, налево? А вот уже когда туз воздуха нет. Это четкость направления. Или, как я сказала, выход из лабиринта. Вы действительно какой-то, как и вывод, так и выбор делаете в сентябре. Хорошо, давайте на оракуле шамана узнаем, как видят карты и какой они для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, дадут совет на сентябрь. И, кстати, значения не такие, как у карт Таро. Да, тоже с позиции позитивной психологии. Но давайте озвучим, а вы обдумайте.
И, может быть, есть та мысль, которую можно принять к сведению. Итак, совет для рыб и рыбок. В сентябре радуга. Мои дорогие, для вас жизнь играет всеми красками, какими только возможно. Да, это от вас потребует и какого-то решения. Будут еще и, видимо, те события в жизни, словно пространство вас хочет обрадовать, чтобы у вас что-то получилось очень хорошо и правильно на далекий период времени. Радуга, безусловно, символизирует гармонию, в первую очередь, в нашей душе. И еще есть такое значение в этой колоде карт, что буря скоро закончится или уже заканчивается. Поэтому меня смотрят люди из разных стран. Значит, какой-то самый сложный или, может быть, турбулентный, непонятный, запутанный период, и где-то мы только об этом с вами с учетом предыдущих карт говорили, он уже заканчивается. Как ночь наиболее темна перед самым рассветом, об этом нам напоминает карта. И вот-вот ситуация начнет меняться. Поэтому будьте где-то восприимчивы к тем новостям, которые приходят, или к каким-то предложениям, новым возможностям. Не ищите где-то груши на вербе. Это я говорю, так не прописано. Но что я хочу сказать? Как будто не ищите эту радугу или не ищите как сокровище или клад по ту сторону радуги. Не думайте, что где-то этот клад зарыт в другом месте. Нам говорят, что нет, у тебя сейчас есть практически все то, что тебе необходимо для того, чтобы изменить жизнь так, как ты хочешь, или совершить для себя что-то, может быть, и выдающееся, совершить какую-то свою миссию, по крайней мере, сделать первые шаги. Туз паш огня и туз мечей нам об этом говорит, ведь тоже вы с чем-то определяетесь. И ваша задача просто заметить какие-то новые альтернативные возможности. И карта нас где-то тоже призывает, несмотря на то, что она, кстати, говорит про мир, покой, гармонию в душе, но быть реалистом и не строить воздушные замки. Она тоже призывает. В ней, в этой карте, посмотрите, много красок. Она теплая, яркая, счастливая эта карта, но в то же время где-то рационализм и логика, они должны присутствовать. Иначе мы не должны упустить, чтобы жизнь всеми красками играла для нас не только в какой-то период времени, сентября, мои дорогие рыбы и рыбки, а чтобы это было продолжительное время. Вот, видимо, для вас такой очень важный может быть выбор в сентябре месяце, и для кого-то он может касаться как и личной жизни, но для кого-то и профессиональной деятельности, или учебы, или выбор правильного направления в жизни может быть. Итак, перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.